Привет, Кирилл. Давай поговорим о результатах на ESL. Ожидания, реальность. Что получилось, чего ожидали? По большому счету получилось то, что и ожидали. Ну, то есть мы ехали навязать игру, у нас явно была сложная группа, у нас было там 3 команды из топ-10. Выйти было непросто, поэтому план был дать бой всем, потрепать нервы. В принципе, так и вышло. Fnatic мы могли выигрывать, у FaZe мы могли выигрывать, нам не хватило буквально чуть-чуть. Поэтому, в принципе, ожидания более-менее совпали с реальностью. Единственное, что огорчило, это игра с Vitality. Но тут меня огорчила не только сама игра, но и сам факт существования до сих пор игр, которые ничего не значат на турнире. Ребят, пожалуйста, можно 5 минут тишины? Просто я думаю, что вас будет слышно чутка. Заткнитесь, блядь! Спасибо! В чем сейчас основная проблема? Это маппул, личный скилл, либо что-то еще? Ну, проблемы как таковой нет, и одновременно она есть совсем. То есть мы начали развиваться очень разносторонне, мы начали играть сразу 7 карт, чтобы понять, какие нам больше подходят, какие меньше. Поэтому очень было сложно вначале играть турнирные игры. Да и сейчас непросто. Индивидуальный скилл тоже хромает из-за того, что мы в первую очередь строили структуру. Да? То есть нам нужно было построить раунды, сетапы, комбины, которые требуют четкого исполнения. И только имея вот этот фундамент, мы можем как бы двигаться дальше. То есть, по сути, у нас все хорошо, и в этом и есть проблема, что у нас все хорошо, но ничего нету на высоком уровне, нету чем продавить. Поэтому мы испытываем нестабильность. А какое сейчас настроение в команде? Ну, настроение рабочее. То есть, не скажу, что прям мы в восторге от нашей игры. Нет, она нас огорчает, но мы понимаем, что мы прогрессируем, то есть если сравнить нашу игру на прошлой групповой стадии и на этой, между которыми был месяц времени, прогресс видно, над чем мы работали, ну, по крайней мере, мы это видим, возможно, с точки зрения обычного обывателя или зрителя это не так заметно, но те аспекты, на которые мы акцентировали внимание, у нас начали получаться. Теперь нам нужно поработать немножко над психологией и над личным скиллом. Ну, главное, что в тильт никто не уходит, не было такого. Наоборот, мы активно работаем с психологом, мы много общаемся в команде, мы вместе переносим поражения. Мы стараемся не доводить эмоциональное состояние до какого-то удручающего. До критической точки какой-то. Аналитики отмечали, что в игре против FaZe и Vitality тебя очень не хватало в первой половине. Согласен ли ты с этим? Если да, то в чем была причина? Да, я вообще не чувствовал. Вот первая игра у меня нормально шла, настрой, все дела, а потом вот в игре с 2 оверпаса начала я вообще не чувствовал ни мышку, я больше был погружен в игру с точки зрения капитана, и получается, что как игрок очень не дотягивал за атаку на оверпасе. Это моя проблема, и это одна из тех вещей, над которыми мы сейчас будем работать. Помнишь наше интервью с тобой в сентябре? Ты шутил, что ожидал, что соберешь состав, который будет хуже по скиллу. Я скажу честно, я ожидал худшего, чем мы имеем на данный момент, потому что игроки, которых я подобрал, по большей части, ну, по крайней мере, как я могу сказать сейчас, они вписываются, да, в те роли, которые я хочу, чтобы были в команде. А теперь получается, что, очень вровень сыграли с Fnatic, с FaZe, что ребята очень развиваются, аналитики хвалят и Краша, то есть всех вообще. В чем заслуга и чья это заслуга? Я не думаю, что тут можно выделить что-то одно. У нас большая команда, которая работает каждый над своими аспектами. Каждый из игроков работает над тем, над чем я его попросил работать, над чем ему, кажется, нужно работать. У нас есть штатный психолог, у нас есть тренер. Каждый из нас выполняет определенный объем работы, и это все влияет на развитие ребят всех. Вот, поэтому кого-то одного и какой-то секрет выделить сложно. Мне кажется, это просто командная работа, и нам нужно немножко времени, чтобы довести до нужной формы каждый вот из подпунктов, составляющих победы, скажем так. А на что будет идти основной упор в тренировках на данном буткемпе? Данный буткемп – это в первую очередь развитие стрельбы, индивидуальной игры. То есть мы намного меньше времени будем уделять обсуждениям, больше времени разбору ошибок по микро, то есть по действиям, по решениям, по агрессивности. То есть у нас сейчас психология, уверенность, стрельба, индивидуальные действия. А каким турниром идет подготовка на этом буткемпе? Да никаким. У нас этот буткемп в первую очередь игровой. У нас 3 турнира, которые мы играем параллельно друг с другом. Это Квал на Эпицентр, Везг и еще там Лутбет, по-моему. Я точно уже запутался во всех этих турнирах. У нас есть 3 турнира.
У нас в день стабильно будет по 1, 2, 3 матча в зависимости от расписания. И задача выложиться на максимум как игроки и пройти на какие-то из этих турниров. Ну и когда ждать ближайший матч онлайн? Ближайший матч онлайн ждать сегодня. Я не знаю просто, когда выйдет видео. Завтра. Ближайший матч ждите вчера в 4 часа дня. Спасибо ребятам, что посмотрели это интервью, что иногда смотрите наши игры, потому что переживаете, болеете, хейтите. Это тоже приемлемо. Зачастую мы заслуживаем этого хейта, я лично, команда отдельно. И мы будем стараться сделать все, чтобы этого хейта не было, ну или он был только со стороны ребят, которые поставили против нас. По крайней мере так. Всем спасибо, всем пока.